Приветствую вас! Этот фантастического вида вездеход-амфибия никогда не выпускался серийно. По сути, это была самоделка, собранная группой энтузиастов под руководством Максима Николаевича Мельниченко, который в то время был руководителем группы гидростатического привода на Челябинском тракторном заводе. Именно ему пришла идея создать такой автомобиль, который мог бы без труда преодолевать непролазные уральские леса. И вместе с 3 другими единомышленниками он втайне от всех в 1950 году начал создавать свой автомобиль. Корпус амфибии состоял из 2 герметичных секций, склепанных из алюминиевого листа, который в то время повсеместно использовался и благодаря которому данный автомобиль имел массу 1,5 тонны. Каждая секция базировалась на двухосной тележке и имела соединение в виде сочлененной шарнирной конструкции, как у трактора К-700. Место соединения было закрыто сложной системой сегментов, которые раздвигались и сочленялись во время поворотов. Они закрывали сам шарнир и коммуникации от повреждений. В задней части вездехода планировали разместить карбюраторный рядный 4-цилиндровый двигатель от автомобиля ГАЗ-М20 «Победа» мощностью 50 лошадиных сил. Так как трансмиссии, как и коробки передач, не было как таковой, то крутящий момент от двигателя должен был передаваться на гидронасос, который в свою очередь при помощи силы потока передавал специальную жидкость на компактные гидромоторы, установленные в ступицах всех 8 колес, и которые преобразовывали поток в механическую работу. Это позволяло избавиться от разработки сложной трансмиссии, которая распределяла бы крутящий момент на все 4 оси. Все 8 гидромоторов, установленные в колесах, проектировали, а затем изготавливали на ЧТЗ по индивидуальному техзаданию, специально для этого вездехода. Ни конструктора, ни изготовители не знали, для чего они их делают. В передней части размещались водитель и пассажиры. Вход в салон осуществлялся через одну единственную дверь, находящуюся спереди, возле лобового стекла. Водитель при помощи рулевого колеса и притормаживания колес с одной стороны задней тележки мог развернуться в любом направлении, как это было реализовано на тракторе К-700. Благо опыт на ЧТЗ в этом плане имелся. Также данный вездеход, кроме движения по пересеченной местности, мог передвигаться и по воде, для чего планировали установить водометный двигатель. Осветительные приборы были заимствованы от серийных автомобилей. Передние от «Волги», задние от «Победы». Но, как ни печально, данный вездеход-амфибия до ходовых испытаний так и не дошел, несмотря на интересную идею, ведь он был необычен во всем. И неизвестно, что послужило тем, что данный проект закрыли. То ли конструктора подумали, что их детище не жизнеспособно ввиду большого количества недостатков, либо из-за смерти главного конструктора данного вездехода. Сам же вездеход дожил до наших дней, благодаря алюминиевому корпусу, хоть он и простоял долгое время под открытым небом. И сменивший несколько хозяев, а также получивший имя «Арго», был куплен в 2014 году автомобильным коллекционером и историком Владимиром Киреевым, который в 2017 году переправил этот уникальный вездеход в один из музеев в Москве, где он находится и до ныне. И если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!